Она расцвела как цветок после дождя. За рубежом восхищены победой фигуристки Валиевой. Выступление Камилы на чемпионате России не оставило равнодушными даже иностранцев. А героизм Трусовой лишил их дара речи. После завершения чемпионата России мир фигурного катания как будто сошел с ума. По всей планете активно обсуждают результаты, поражаясь выносливости Елизаветы Туктамышевой и героизму Александры Трусовой. Кто-то же позволяет себе критиковать Анну Щербакову за не самое удачное выступление в произвольной программе. Но все сходятся в одном. Камила Валиева – с другой планеты. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе, продемонстрировав 2 фантастических проката, впервые в карьере стала чемпионкой России. Иностранцы восхищаются прекрасной фигуристкой Валиевой. Никто не сиял ярче, чем Камила Валиева. Новая чемпионка России Камила Валиева выдала 2 удивительных проката, неофициально побив свои же мировые рекорды. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала прекрасный тройной аксель, а в произвольной, помимо этого прыжка, приземлила еще 3 квада. Соревноваться с Камилой было просто бесполезно. Неудивительно, что эксперты остались под огромным впечатлением от ее выступления. За рубежом искренне восхищаются фигуристкой Валиевой. Камила Валиева просто не от мира сего. Она заслуженно получила прибавку за четверной сальхов и тройной аксель в стиле Юдзуру Ханю. И она перерастает в болеро. А теперь взрослый титул чемпионки России. Браво! Отметил американский журналист Филипп Херш. Камила Валиева демонстрирует отличную произвольную программу на протяжении всего сезона. Мы видели, что в прошлых сезонах у нее были ошибки, но в последние несколько месяцев все изменилось. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень в ближайшие пару месяцев, добавил его коллега Джеки Вонг. Невероятную стабильность Камилы оценила и спортивный блогер Фран, посчитав спортсменку идеальной кандидатурой на командный олимпийский турнир. Похоже, Камила все лучше и лучше справляется со своими нервами. Быть фавориткой на чемпионате России могло означать дополнительное давление, но сегодня она выглядела очень уверенно. Откатать короткую программу за олимпийскую команду для нее лишь формальность, сказала она. А вот 3-кратный чемпион США Джонни Веер высказался довольно лаконично. У России теперь новая чемпионка. Соревнования не разочаровали. Было 12 четверных прыжков. Но никто не сиял ярче, чем 15-летняя Камила Валиева, написал он на своей странице в Твиттере. Рады победе Камилы и простые болельщики. В сети полно восторженных комментариев о фигуристке. Среди восходящих звезд российского женского катания Валиева особенно выделяется. Она расцвела как цветок после дождя. Невероятная. Хотя выступление Валиевой по уровню ничем не уступает мужчинам, оно не похоже на обычные прыжки. Это ощущение естественности прыжка в потоке актерской игры. Она прекрасна всегда, особенно когда делает эти сумасшедшие вращения, используя свои фантастические ноги. Это невероятная стабильность, которая заставляет вас чувствовать силу ее воли. Валиева особенная. Такой ребенок не появится в России в ближайшем будущем. Юная Акатьева тоже делает отличные прыжки, но она не совмещает все, как это делает Валиева. В любом случае японские девушки безнадежны. Это то же самое, если Валиева уйдет из спорта, а на ее место придет Акатьева. Турнир имени Камилы Валиевой, с каждым разом мне все больше нравится ее программа. Она на 100% заслуживает всю эту шумиху вокруг себя. Сногсшибательная чистота катания у Валиевой. Наблюдать за ней все равно, что наблюдать за Загитовой в 2019 году. Все девочки Этери тренируются по одной схеме, разница лишь в том, что Загитова и Валиева – единственные, кто родились в нужный месяц и год. Интересно, какой смысл смотреть чемпионат России, если мы знаем, что победит Камила? Если тебя зовут Камила, а твоя фамилия Валиева, ты автоматически побеждаешь. С такими баллами она могла занять 2-е место в мужском соревновании. Остановите землю, я сойду. Гордость страны, у нее очень сильная психика.
Желаю, чтобы мое психическое здоровье было таким же крепким, как ноги Камилы Валиевой. Валиева – просто невероятная. Она могла составить конкуренцию мужчинам. Я в шоке. Если она откатает так же на Олимпиаде, ей и близко не будет равных. Камилу Валиеву просто не остановить. Девочка, изменившая мир фигурного катания. Поражен уровнем российских спортсменок был и олимпийский чемпион Эрик Редфорд. Женское фигурное катание в России потрясающее, грандиозное, экстраординарное, невероятное, вдохновляющее, восхитительное, написал он в своем твиттере. Таким комплиментов не было бы без одной единственной фигуристки. Александра Трусова навсегда изменила мир фигурного катания, начав техническую революцию. Фанаты с нетерпением ждали возвращения Саши на лед, и русская ракета их не разочаровала. Саша едет на Олимпиаду, и если не это самое прекрасное для этой маленькой девочки, которая навсегда изменила мир фигурного катания, то тогда я не знаю. Мне очень жаль Токтамышеву, но я счастлива, что Трусова смогла оправиться после травмы и поехать на Олимпиаду. Если вы щелкаете четверные, как орешки, вам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры. Трусова – настоящий герой. После ее проката я лишился дара речи. Щербакова в зоне риска перед Олимпиадой. Поддержали зрители Елизавету Токтамышеву. Многие из них желают видеть императрицу в Пекине после блестящего проката в произвольной программе. Вместе с тем некоторые из них всерьез ополчились на действующую чемпионку мира Анну Щербакову, занявшую в Петербурге 3-е место. Фанаты уверены, что фигуристка нечестно заработала бронзу и должна была оказаться ниже в турнирной таблице. Этого мнения придерживаются и иностранные эксперты. То, что такое выступление Щербаковой позволило ей обойти Токтамышеву на 5 очков, совершенный абсурд. Щербакова как-то гарантировала себе медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка, написал американский журналист Дэвид Кейн, возмутившись разницей судейских оценок Токтамышевой и Щербаковой. Спортивный блогер Фран критически высказалась об оценке произвольной программы ученицы Тутберидзе. Принимая во внимание, что преданные фанаты Этери всегда оправдывают высокие баллы ее учениц тем, что они прыгают четверные, хотела бы я услышать, чем они оправдают 158 баллов, которые получила Щербакова с нулевым квадом, честно говоря, с одними из самых слабых по сложности прыжков дня. Плюс одна из худших оценок за базовую технику, написала она. По мнению журналиста Филиппа Херша, Щербаковой теперь придется дополнительно выступить на чемпионате Европы, чтобы доказать, что она достойна места в олимпийской сборной. Щербакова, действующая чемпионка мира и обладательница 3 предыдущих титулов чемпионки России, теперь в зоне риска перед Олимпиадой, заключил он.